Как сделать оригинальный дизайнерский декор для интерьера своими руками. Этот проект длился у нас на протяжении 8 месяцев. Мы с супругой решили изготовить эксклюзивный 3D декор для одной из самых больших стен в нашей гостиной, около 20 квадратных метров. При этом мы сделали более 12 тысяч отрезов и более 3000 ударов топора. По сути, такая трудоемкость и объясняет высокую стоимость подобных 3D панелей, которые изготавливаются фабрично. При том, что в нашем варианте себестоимость затраченных на них материалов практически равна нулю. Если вам нравится ручная работа и вам нетерпим скучный интерьер вашего жилья, то из этого подробнейшего видео ты получишь практический опыт преображения любой комнаты в удивительный дизайнерский интерьер. А также узнаем, стоила ли эта затея потраченных усилий. Кстати, подобным практическим опытом в строительстве и обустройстве собственного дома мы делимся почти в каждом видео на нашем канале. Подписавшись к нам, кроме заряда позитива и мотивации, ты получишь полезные практические советы, которые мы уже применили у себя. Началась эта история с ремонта в нашей спальне, где стене у изголовья кровати мы также решили придать цепляющего взгляд дизайна и попутно более рационально реализовать отходы древесины, которые у нас скопились после строительства и продолжают скапливаться при последующем обустройстве нашего дома. Ведь иначе мы бы просто сожгли их в камине. И хотя стена в спальне имеет грубую контрастную текстуру, но смотрится она ненавязчиво и вполне естественно. Деревянные отходы у нас продолжают накапливаться, ведь практически все в доме мы делаем своими руками, начиная от элементов декора, дверей и заканчивая всей мебелью. Прекрасным способом для рациональной реализации таких обрезков может стать их повторное использование для изготовления деревянной мозаики. Лично нам очень нравится такой естественный дизайн с грубой натуральной текстурой. Он даже подобен неким элементам искусства, притягивающим своей эксклюзивностью взгляды гостей. В итоге все помещение смотрится ярким и запоминающимся. Поэтому такой декор для стен мы использовали в своей спальне, используем сейчас в гостиной при ее обустройстве и будем продолжать использовать в последующих работах по интерьеру. Естественно, в каждом варианте для разнообразия мы будем применять разные способы распила и раскладки такой деревянной мозаики. Это все же придаст отдельным помещениям небольшой индивидуальности. В этой деревянной мозаике в основном мы будем использовать древесину дуба с мелкими вкраплениями дощечек из акации. В отличие от прошлой раскладки, здесь мы полностью исключим использование сосновых обрезков, и чуть позже я объясню, почему мы так сделали. Большую часть дубовых обрезков мы получили после настила массивного дубового пола на втором этаже, а также при изготовлении всех дверей для нашего дома. Заготовки я буду нарезать на маленьком циркулярном станке. Древесина дуба – одна из самых твердых пород, распространенных в нашем регионе, поэтому для облегчения распила я все же решил заточить пильный диск. Кстати, для заточки пильного диска с победитовыми зубьями обычный шлифовальный круг не подойдет. Существуют специальные абразивные круги для твердосплавного инструмента, они в основном маркируются зеленым цветом. Ну а более лучшим вариантом будет круг с алмазным напылением, как у меня. А также для заточки циркулярных кругов на точильном станке в идеале нужно использовать наклонные площадки с регулируемыми упорами, но из-за своей халатности и спешки я многое привык делать прямо на коленке, хотя для заточки ленточных пил все же изготовил несложный автоматизированный станочек. Возможно, в будущем и для дисковых пил сделаю что-то подобное. Так как количество заготовок будет большим, сделал простейший толкатель. В целях безопасности здесь как раз пригодилась съемная ручка от ручной пилы. Раскладка в этой деревянной мозаике будет рядной, с разной шириной рядов и произвольной длиной элементов, которые будут укладываться в разбежку. И сначала мы напилили заготовки с шириной в 60 мм, потом 40 и 28 мм.
При распиле мы задали точную ширину заготовкам, которая задает точную ширину рядам. Толщина же заготовок была разной. По сути, это не имело особенного значения, так как в последующем все заготовки по толщине мы будем раскалывать. Наверняка вы видели деревья, сломленные шквальным ветром. Места раскола ствола дерева всегда притягивали наш взгляд своей природной брутальностью. Что-то подобное мы и хотели реализовать в своем доме. Поэтому все элементы нашей деревянной мозаики будут колотыми. Для колки мы использовали обычный топор. При рассыхании топорища стандартный клин уже не справляется с удержанием головки топора, и даже замочка топора в воде на пару часов полностью не избавит от сползания обуха. В одном из прошлых видео я уже показывал простой, практически идеальный способ мертвой фиксации неподверженной усушке топорища с помощью простых кровельных саморезов. Это отличный вариант, который подходит для правила «сделал и забыл». Большая часть заготовок кололась нормально, некоторые толстые бруски мне удавалось расколоть на 3 и даже 4 заготовки. Конечно же, попадались и более вредные бруски с сучками и другими изъянами, расколоть которые нормально и вовсе не получалось. В итоге из одного вредного бруска получался всего лишь один элемент, но зато при этом он обладал самой интересной текстурой. Параллельно колке супруга с помощью торцевого станка подравнивала торцы всех заготовок. Таким образом, все они будут идеально стыковаться внутри рядов друг к другу. По сути, вся эта заготовка колотых элементов и была самым трудозатратным этапом. В сумме только на заготовку всех элементов мозаики у нас ушло примерно 9 дней чистого рабочего времени. Ну а по факту этот процесс растянулся на протяжении месяцев. Необработанное колотое дубовое дерево смотрится красиво и натурально, но нам все же хотелось придать ему благородного состаренного вида и сделать это максимально естественным способом, без использования искусственных красительных пропиток. Для этого мы приготовили специальный раствор, при этом используя самые обычные доступные компоненты – воду и пищевую соду. Вещества в дубовой древесине, входя в реакцию с щелочным раствором, меняли свой цвет и естественным способом окрашивали дерево, придавая ему темного вида с оттенком схожим на древесину состаренную десятилетиями. Именно этим и объясняется отсутствие сосновых заготовок в этой мозаике. Содовый раствор никак не входит в реакцию с сосновой древесиной, соответственно он ее не окрашивает, и она оказалась слишком яркой для нашей раскладки и сильно выбивалась бы по контрасту. Колотые бруски с разных дубовых деревьев, а также с разным расположением волокон окрашивались тоже по-разному, немного изменяя свой тон. Мы экспериментировали и усиливали этот перепад по тону разным количеством соды в растворе от 500 до 2 кг на 10 литров воды, а также длительностью замокания заготовок от 2 до 10 минут. После замокания дерево просушивали на террасе под открытым солнцем. На этом ускоренном кадре хорошо видно, как дерево меняет свой окрас. Прикинув общее количество полученных дощечек, мы понимали, что этого слишком мало и нужно заготавливать еще и еще, чем мы и занимались, напиливая заготовки из отходов, постоянно прибывающих от параллельно идущих работ по обустройству дома. Во время этого процесса мы рассматривали разные раскладки, выбирая ту, которая нам наиболее понравится. А когда количество заготовок приблизилось к требуемому значению, а нам с женой за вычетом дверей и проемов чистыми нужно было покрыть 16 квадратных метров площади, мы приступили к подготовке основы. В качестве основы у нас выступала деревянная каркасная перегородка, обшитая гипсокартоном. Мы грубо зашпаклевали ее одним слоем стартовой крепкой шпаклевки и временно закрасили стену в темно-серый цвет. Этот цвет также служит базовым и не будет просвечиваться через возможные мелкие щели между элементами. Кстати, даже такое выделение одной из стен темным цветом придало помещению стильного вида. На стену заранее установили все розетки, выключатели, управляющий термостат отопления и вентиляционный анимостат, а также убрали со стены все лишнее.
Перед стартом мы насчитали 9 ящиков деревянных заготовок, отсортированных по 3 форматам, и я надеялся, что этого будет хоть и впритык, но достаточно. Равнять первый ряд мы будем с помощью лазерного уровня и длинного алюминиевого профиля. Этот первый ряд мы разместим сразу же над проемами, потому что это самое низкое место, где ряд получается цельным. Все последующие ряды будут опускаться вниз, так как это самая видимая зона, находящаяся перед глазами, и на нее мы будем отбирать самые красивые элементы, а дойдя до самого низа из остатков будем заполнять зону над дверными проемами, поскольку эта зона наименее видна. Деревянную мозаику мы клеили с помощью клеевых стержней и соответствующего термопистолета. Покупая стержни оптом в килограммовой упаковке, их цена получается сравнительно небольшой, в районе $5 за 1 килограмм. У нас на всю стену ушло около 2,5 килограмм. Такой клей мгновенно застывает, надежно фиксирует элементы, а расход получается минимальным. За 1 год из всех дощечек, приклеенных на термоклей в нашей спальне, от усыхания отвалилась всего лишь одна дощечка. Уже первые участки, покрытые мозаикой, подтвердили правильность выбора такой раскладки, чем-то даже схожей на рваную каменную кладку. Для ускорения процесса супруга из понравившихся ей элементов делала временную раскладку на полу, а потом я фиксировал дощечки на стену, повторяя этот рисунок. Примыкание к проемам делали с небольшой разбежкой по длине в 2-3 мм. Это тоже дополняет некую хаотичность такого декора. В этой стене у нас есть проем под двусторонний аквариум, который будет визуально соединять гостиную с моим кабинетом. Со стороны гостиной с помощью этого декора мы уменьшили ширину и высоту проема, чтобы была видна лишь функциональная часть аквариума, которая будет полностью заполнена водой. Ну а в кабинете через больший проем все же останется место с доступом сверху для обслуживания аквариума. В нижней части стены в 2 местах мы сделали выводы электрокабеля, к которому в последующем подсоединим какой-нибудь интересный светильник с приталенным косым освещением. Кстати, точно такие же электровыходы мы сделали и в нашей спальне для прикроватных светильников, и если у вас найдутся интересные идеи для их изготовления, обязательно пишите их в комментариях, а мы сделаем подробное видео с их созданием. В общем, работа по монтажу деревянных элементов была апофеозом всей этой затеи и приносила истинное творческое удовлетворение. Действие это было сравнительно легким и заняло у нас 2 дня, а учитывая заготовку материалов с пропиткой, весь процесс в сумме занял примерно 13 дней, которые фактически растянулись на 8 месяцев. Материальные затраты на такую деревянную мозаику получились у нас ничтожно малыми, чтобы их учитывать, так как по сути мы сделали этот декор из отходов древесины, которые в ином лучшем случае сожгли бы в камине. Но если учесть собственные трудовые затраты, то такая стена все же получается достаточно ценной. Мы считаем, что это стоило того, и если бы нам пришлось повторить эту работу, то скорее всего поступили бы точно так же. А как вам, понравился такой дизайн? И решили бы вы заморочиться с его изготовлением? Напишите свои мысли в комментариях. Мы надеемся, что это видео показалось вам стоящим, и вы поддержите его продвижение своим репостом. Меня зовут Гена, это канал My Galaxy. Увидимся в следующем видео.